Привет, я Александр Епифанцев, вы на канале «Про дома на колесах». Не секрет, мы находимся с вами в автодоме Sunliving S70DF от завода Adria Mobile и тестируем новый автомат. Я побыл пассажиром, когда мы ехали с завода, везли очередной караван, очередную поставку. В принципе, мне стало все понятно, что это тот самый автомат, к которому привыкли уже практически все автолюбители, которые знают, как может комфортно двигаться автомобиль, какие у него есть, скажем, в связи с этим возможности, чем отличается механика, робот и автомат друг от друга. Все это мне стало понятно, друзья, в очередной раз. Этот агрегат пришел Fiat от Chrysler, который принадлежит Fiat уже много лет, на 100%. Ну и вот, собственно, наступил момент, когда технологии через океан пришли в итальянские автомобили. До этого у Fiat был только робот. Кататься на нем можно было, в принципе, никаких сложностей в управлении автомобилем не было, но были какие-то странные показатели. Почему-то был большой расход топлива, особенно на ранних, так скажем, моделях этого робота, которые, может быть, еще не довели до ума или еще что-то. Автомат вам дарит совершенно иную, скажем, в принципе, картину движения. Вот я сейчас, допустим, остановился, и машина заглохла. Потому что здесь есть еще система старт-стоп. То есть Fiat в этом году практически догнал Mercedes по комфорту именно механическому. То, что теперь появился такой же автомат, тоже 9-ступенчатый. Появились огромное количество всяких ассистентов, помощников, сенсоров, которые делают езду на автомобиле еще более безопасной и комфортной. То есть вы можете иногда даже отвлекаться от вождения, как на Мерседесе, потому что есть система, скажем, мониторинга. Fiat на сегодня это практически такой же по комфорту автомобиль, а в чем-то он даже становится интереснее Мерседеса. Я напомню, что мне, допустим, в разы больше нравится кабина Fiat, она шире, комфортнее и, так скажем, более функциональнее. Мы сегодня изучаем, тем не менее, автомат. Я остановился, собственно, машина заглохла. Сейчас я отпустил опять тормоз, машина завелась и покатилась. Друзья, все как обычно на автоматической коробке передач. Тот же самый комфорт. И более того, по оценкам немецких специалистов, да и мы сами, в принципе, заметили, что расход топлива с этой коробкой передач ниже, друзья, чем на механике, потому что здесь 9 ступеней, которые позволяют вам двигаться с большой скоростью, приблизительно 130 километров можно ехать на этом автомобиле. Он легкий, он позволяет это. И количество оборотов двигателя не будет превышать 2000. То есть фактически 9 ступеней на этом автомате позволяют вам экономить на топливе, друзья. Парадокс, но это фактически так. Есть положение для ручного переключения передач, но в обычном режиме движения это не нужно. Это профессиональные водители, которые, допустим, двигаясь по горной местности или с прицепом, могут позволить себе зафиксировать коробку передач на определенной скорости. Я бы попробовал воспользоваться этим инструментом, двигаясь, допустим, с горы вниз, когда нужно использовать торможение двигателем, друзья. В принципе, на этих автомобилях доступна опция ассистента при спуске. Здесь этой кнопки нету, но, в принципе, вы можете при желании заказать. Если живете где-нибудь в Сочи, планируете кататься по горам, то, наверное, вам не помешает эта опция. Но, в принципе, если вы хорошо знаете, скажем, как работает двигатель и система тормозов и коробка передач, так скажем, в различных режимах, то вы, в принципе, сможете справиться и без этих там каких-то доплат. И, допустим, тормозить двигателем при спуске, либо правильно выбирать передачу при движении, допустим, с прицепом, который у вас там может превышать, не знаю, тонну, полторы. Насколько мне известно, Fiat Ducato разрешает буксировку прицепа весом до 2 тонн. Режим паркинг на автоматической коробке передач. Лишний раз
вас не принуждает, скажем, дергать ручник. Он здесь есть, конечно же, находится вот слева, но когда у вас уже автомат, вы можете, в принципе, пользоваться им реже. Ну, допустим, он вам понадобится только при парковке на каком-то серьезном спуске, когда коробка, ну, лучше не напрягать режим паркинг и поставить на ручник дополнительно. Вот, то есть вот такой вариант тоже нужно озвучить для вас. В принципе, ни для кого не новинка, что все автоматические коробки имеют несколько режимов. Здесь у нас существует 3: Normal, Power, Eco. Обычно Normal и Sport, но здесь 3 режима. Каждый из них немножко отличается своей, скажем, динамикой. В Eco машина едет не быстро, вернее, едет она нормально, как обычно, но разгоняется медленнее, друзья, не позволяет вам сжигать какое-то большое количество топлива. Normal и есть Normal, то есть средний такой режим использования ресурсов, так скажем, которые у вас имеются. Ну и в режиме Power машина двигается динамично, переключаются передачи реже, то есть автомобиль разгоняется быстрее, но это в среднем увеличивает расход по сравнению с режимом Normal на 1 литр. Но, соответственно, режим Eco снижает расход где-то на 0,9 литра, ну, до 1 литра в среднем. Это по замерам специалистов из Германии, которым я склонен доверять. Многие привыкли к режиму старт-стоп. В данном автомобиле эта опция тоже была заказана покупателем. Она позволяет вам снижать, наверное, расход топлива в пробках при движении по городу. Но в целом, конечно, автомат хорош тем, что вы чувствуете себя, скажем, несколько свободнее. Включили драйв, ну и, собственно, одна рука у вас свободна. Вы можете там управлять мультимедиа системой, жестикулировать немного. Плавность переключения передач, конечно, на высоком уровне. Я бы так сказал, что по сравнению с роботом, ну, не знаю, процентов на 50, наверное, как-то плавнее переключаются передачи. Нет вот этого эффекта кивания, когда машина с первой на вторую, со второй на третью, знаете, разгоняется с такими, знаете, с рывками. Они такие заметные. Ну, в принципе, для робота это нормально. У робота есть там свои плюсы, он там более вроде как надежный в каких-то местах. Но я бы так сказал, друзья, все-таки Chrysler автомат и Fiat Ducato — это, мне кажется, будущее развития, в принципе, вот этой платформы Fiat Ducato. И мы, мне кажется, в ближайшее время, наверное, увидим большое количество автодомов с этой установкой. И люди просто будут выбирать, наверное, между Мерседесом автоматом и Фиатом автоматом. И не знаю, кто будет склоняться в какую сторону, мне сказать сложно. Все это, конечно, упирается в деньги. Мерседес имеет свои фишки, у Фиата свои плюсы. Вот. Выбор в любом случае остается за вами. Но в целом разница между шасси Fiat Ducato и Mercedes-Benz в России, вот если мы берем аналогичные автодома, приблизительно 30 тысяч евро, друзья. Ну, 20-30 тысяч евро, вот разница между этими платформами. Что лучше, что интереснее, выбирайте вам, пробуйте, изучайте, смотрите, заглядывайте в кошелек, ну и, собственно, принимайте решение. Ну что ж, друзья, автомат на Fiat Ducato — это, на мой взгляд, новая эпоха в развитии платформы, ибо комфорт, к которому привыкли люди, там, катаясь на Toyota, на Mercedes, он уже, конечно же, не может заменяться, да, какими-то роботами и прочими решениями. Вот. Fiat Ducato, мне кажется, наносит, так скажем, такой серьезный удар по позициям Mercedes-Benz Sprinter, который вот, собственно, недавно обновился, вот, предложил путешественникам, да и вообще, в принципе, водителям нового шасси комфорт в виде обновленного двигателя, коробки передач 9-ступенчатой, там очень крутой мультимедиа системы. Fiat Ducato, мне кажется, подобрался очень близко к этой позиции.
предложив вот этот крайслеровский автомат. Очень удобно. Я, конечно, прокатился на этом автомате, но сидя в кабине справа, в принципе, видел, чувствовал, как он едет, как он разгоняется, какая динамика у машины. Видел, какой расход. Расход стал значительно ниже. Если, допустим, робот тот же, он потреблял, ну, надо говорить честно, где-то в районе 14, там, чуть ли не 15 литров, да, мог есть, то автомат, благодаря вот этой вариативности, благодаря 9 передачам, конечно, позволяет экономить топливо. И двигаясь со скоростью там 130 км в час, вот, я видел, что стрелка тахометра находится где-то в диапазоне от 1500 до 2000, друзья. Всего лишь 2000 оборотов, а вы едете практически на предельной скорости. Вот, это очень приятная штука, вот, которая, ну, так скажем, я думаю, станет такой очень серьезной гирькой на стадии принятия решения о покупке, на стадии выбора между Мерседесом и Фиатом. И опять же, когда вы выбираете между Fiat Ducato на механике и Fiat Ducato на ручке. Вот. Земля и небо, друзья. Потому что механика есть механика, да, она вроде как надежнее, на ней спокойнее ехать, но мне кажется, вот новый автомат — это совершенно другая история, новая страница, новая эпоха в развитии автомобиля Fiat Ducato. Теперь это не просто коммерческий грузовичок, на котором, собственно, строится большое количество разной техники для перевозки грузов, там автобусы, маршрутки и так далее. Теперь это становится действительно комфортным автомобилем, на котором можно передвигаться легко в любой, скажем, ситуации. Либо вы катаетесь по городу, либо на дальние расстояния. Во всех этих условиях автомат, конечно же, начинает вам приносить море удовольствия, экономить топливо, ну и, собственно, и нервы тоже. Да, благодаря положению паркинг лишний раз ручник дергать не нужно, друзья. Можно его, конечно, использовать, когда вы... Можно и нужно его использовать, когда вы стоите на сильном уклоне, чтобы не грузить коробку. На этом все, друзья. Интересный автомобиль, который мы предлагаем нашим покупателям уже 2 года. Такой автодом можно взять у нас на прокат, покататься. Ну, не на автомате, на ручке. 2 автодома сейчас уходят уже в Горно-Алтайск, именно на автоматической коробке передач. Один покупатель у нас нашелся в Москве. Поэтому, в принципе, хорошая модель, которую, так скажем, не стыдно предлагать в России. И тем более цена более чем интересная. Ну и, собственно, все прелести, которые нам предлагает современный автомобиль Fiat Ducato. Напомню про коробку автомат, все эти ассистенты и помощники, которые вот с этого года в Fiat доступны. Ну и, соответственно, пожалуйста, недорогой, но функциональный интерьер от компании Adria Mobil, ну вот, собственно, который под брендом Sunliving предлагается в России. Такой, знаете, семейный, недорогой и функциональный вариант автодома. Если появились вопросы, какие-то дополнительные вас детали интересуют, пожалуйста, задавайте в комментариях, с удовольствием будем отвечать. Меня зовут Александр, мы рассказываем про автодома. До новых встреч, пока!